Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Вы все прекрасно знаете, что самое сложное в лоскутном шитье – это красиво подобрать ткани. На вкус и цвет товарищей нет. И каждый решает для себя. Но я решила воспользоваться набором для лоскутного шитья, который предлагают на сайте 1 метр ткани. В основном дизайнеры предлагают 2 вида тканей, но мне этого мало. Я заказала набор, в котором есть 6 разных образцов. Размер кусочков 50 на 50 сантиметров. Перед раскроем я их замочила в горячей воде, высушила и прогладила. Выкраивать я буду квадраты размером 15 на 15 сантиметров. Сами видите, рисунок на этих тканях крупный, и делать мелкие детали не получится. Начинаем раскрой. По линейке проверяем углы. После стирки полотно немного деформировалось. Выкраиваем нужные детали. Кромку мы не будем использовать, мы ее отрежем. Работаю я ножницами, так мне больше нравится. Срез не осыпается. Подготовила я квадраты 6 цветов, но мне это мало для моей задумки. Я добавила еще 3. И 1 цвет я заменила. Какой принцип раскладки? В центр помещаем самый темный. По углам у нас будут квадраты с самым крупным рисунком. Теперь будем все это сшивать. Я посчитала, сколько мне надо будет блоков. И в каждой кучке оставила по 20 квадратов. Теперь это все надо соединить. Для удобства я собираю сразу все полотно. Первым делом сшиваем вместе квадратики первого вертикального ряда. Сразу шью весь объем 120 квадратов. Собираем их на одну нитку. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. И уже после того, как прошили первый ряд, начинаем присоединять оставшиеся квадраты. Таким образом мы делаем только 2 шва. Заготовка из 9 квадратов держится на соединительных швах. Девочки, пока шила, пришлось сделать небольшую паузу. Как вы думаете, из-за чего? А мне прислали посылку из интернет-магазина 1 метр ткани. Когда я начала работать с лоскутным одеялом, поняла, что мне нужна ткань для обратной стороны. И тут еще все мои домашние сказали: ну ты же швея, и попросили обновить постельное белье. Буду показывать по порядку. Гобелен. Почему мне такое захотелось? Смотрите, вот лоскутный блок, над которым я сейчас работаю. И вот они, те самые совы. Ширина этого гобелена 2 метра 6 сантиметров. Чем мне нравится гобелен? Это крепкая, хорошая ткань, устойчивая к стиранию. Как раз для покрывала на кровать детей-подростков. А дальше ткань я выбирала для постельного белья. Моей маме в этом году будет 70 лет. И сшила ей постельное белье с Парижем. Это бязь, ширина у него 1,5 метра. Но, девочки, обратите внимание, ткань красивая, но она немного рыхлая. Еще мне понравился поплин, мягкие игрушки, ширина 1,5 метра. Купила много и нашила красоты. Ткань более плотная и качественная. Дамаск. Эта ткань тоже бязь, но бязь премиум. По качеству она мне понравилась больше других. Ширина у нее 2,20. И здесь по краям рисунок более светлый и переходит к середине ближе к коричневому. Бабочки. Это тоже бязь премиум. Еще я взяла наполнитель холофайбер. Я уже показывала другой наполнитель, лебяжий пух. Девочки, вот такие вещи, они незаменимые при пошиве декоративных подушек.
И сделала еще небольшой запас молний. Они всегда нужны. В общем, на разбор этой ткани у меня ушел целый день. Я села за машинку в 11 часов утра и встала из-за машинки в 10 вечера. И сшила я 30 метров ткани. Это у меня получилось 7 простыней, 3 пододеяльника и 17 наволочек. И еще большое покрывало. Все по фэн-шуй. Если ты хочешь, чтобы в твою жизнь пришло что-то новое, надо сначала избавиться от всего старого. Заготовки тщательно проутюживаем. Нитки мы не обрезали. И углы у нас все на месте. Остается только сделать соединительные швы. Для этого заготовки складываем и прокладываем строчку. Видите, как хорошо и ровно все прошито. Углы состыковались. Прокладываем вторую строчку. Вот так, легко и быстро мы можем собрать это огромное количество мелких деталей. Напоминаю, деталей у нас было 9 умножить на 20, 180 штук. Конечно, когда шью, вспоминаю всякие истории. У моей подруги был кот. Притом кот был настолько избалованный, что он ел только свежую телятину и только дорогие сорта рыбы. А тут пришлось подруге уехать на 2 недели, и они кота этого оставили на попечение соседу. Дали ему денег, забили полный холодильник мяса, рыбы и со спокойной душой укатили. Возвращаются через 2 недели, смотрят, дед сидит на крылечке, курит, а рядом сидит их драгоценный балованный кот и догрызает корку хлеба. Ну а что, дед-то он не дурак. Деньги есть, пошел, купил себе выпить. Закуски полный холодильник. В общем, дед очень хорошо пожил это время. Ну и получилось такое воспитание кота. Ну, а мы переходим к шитью. Все детали я проутюжила, выровняла края и приступаем к следующему этапу. С помощью линейки делим наши блоки на 4 части. Здесь надо быть очень точными в крое. Центральная часть должна быть разрезана на 4 одинаковых квадрата. А все разрезанные детали мы складываем в стопочки. А теперь делаем следующее. Смотрите, детали в 2 стопочках мы разворачиваем на 180 градусов, так, чтобы 2 темных квадратика находились в противоположных углах. И все эти 4 детали надо сшить в один большой блок. Как обычно, сшиваем все сразу. На одну нитку собираем гирлянду. Затем эту гирлянду режем на блоки из 4 деталей. Центральную нитку мы не разрезаем. Остается только эти детали развернуть и прошить в другом направлении. После этого детали тщательно проутюживаем и раскладываем в нужном порядке. И опять сшиваем. Я соединила вместе 6 таких блоков. И у меня получилась заготовка 80 на 120 сантиметров. И еще остались блоки. Я их не стала резать. И работу с ними я еще продолжу. А вы следите за новостями на канале, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!